Это первая версия трещик и термоусадки. И меня попросили сделать еще один такой же на заказ. Но я отказался, потому что здесь дико неудобная пайка, ее очень много. Кнопки паять, провода там разводить, укладывать все это очень неудобно. Плюс здесь был минус, что когда пропускаешь термоусадку, поджимные ролики перекашивало, и во время работы термоусадку уводило, и отрез получался неровный. А это как бы очень важно, во-первых, для красоты, а во-вторых, когда ты надеваешь термоусадку на контакт в разъеме, она должна плотно прижиматься к плоскости, чтобы соседние контакты каким-то мусором не замкнулись. Да? Ну, представляем, у вас два контакта рядом, и вот на них нужно надеть термоусадку после пайки провода. Вот, здесь было 12 вольт, оно работало прекрасно, но единственное, что было неудобно, да, следить за термоусадкой, чтобы ее в сторону не уводило. Вот. Потом мне еще раз написали, что нужно сделать. Я сказал, нет, я не буду. Мне отказали, дадим денег. Я опять отказался, дадим больше денег. В общем, меня уговорили. Но я сказал, что я буду делать вторую версию. Потому что первое, ну как не камильфо, за бабки отдавать не очень-то приятный в использовании прибор. В этой версии уже все намного красивее. Здесь стоит качель, и поджимные ролики не перекашивает, то есть термоусадку теперь никуда не уводит. Единственное, что здесь надо добавить какую-то направляшку, чтобы она ровно затягивалась. Ну, это нужно доделать. И сам контроллер с драйвером шагового мотора уже выполнен на плате с минимальным количеством пайки проводов, не проводов, а вообще в целом пайки. Здесь все вытаскивается, все можно поменять, если что-то где-то спалится, непонятно почему. Драйвер можно будет заменить. Вот. И она у меня такая плата стоит и в скручивателе проводов, который вот здесь висит, которым я, собственно, тоже пользуюсь. Очень удобная конструкция получилась, компактно ее можно интегрировать куда угодно. Единственное, что там уже в скручивателе стоит версия вторая платы, там два разъема на вход и выход. Ну, просто удобнее, да, чтобы было подключать что-то. Ну вот, такая красота. Ну, я свет выключу, да, чтобы он не фонил. То есть законченный такой вид. Вот это надо отпилить или просто дальше до конца просунуть. Я его сейчас давайте включу и покажу, как оно работает. Только я сначала вставлю термоусадку. Это не очень-то удобно делать на камеру, и эта функция еще не написана в прошивке, чтобы это было делать удобно. Да? Мне сейчас придется как сгораться, крутить это пальчиками. Но я думаю, я смогу. То есть термоусадку чуть наискосок отрезаем и крутим мотор, вал, и она здесь вот пролезла. Там тоже стоит направляющая, которая, собственно, в маленькую щелочку ее и направляет. Питается это дело теперь уже от Type-C, от человеческого, потому что нам нужно 19 вольт, а не 12. А это триггер. Вставляем, сразу начинает работать. И с косяками прошивка, да, если я сейчас длину меньше сделаю 10, то 0 не сотрется, а должен, да. Ну, оставим 10 длина, хотя зачем нам 10, давайте сделаем 3 миллиметра и количество десяток, и запустим. Сейчас вот так вот по центру поставлю. Так оно нарезает. То есть подача, отрез, подача, отрез, подача, отрез. Отрез происходит сразу после
остановки мотора. Давайте сделаем длину больше, допустим, десяточек миллиметров, количество 5 штучек. Вот. У нас здесь после отреза последнего остается кусочек, который как бы должен отрезаться, но опять же дописываем прошивку. Это недолго. Вот. Поправить. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны ножа. Так, поставим здесь меньше длину, а у нас термоусадки не хватит. 3 миллиметра, количество 10. Сейчас я его наклоню. Вот так. Камера, фокус, не знаю, есть или нет, должен быть. И посмотрим. Да, отрезал. Давайте опять добавим количество. 10. Посмотрим с другой стороны. Ну, вот направляшка зачем нужна, да? Если термоусадка сгибает в сторону, она будет уходить. Сейчас нам это не важно. Это важно в работе, чтобы она ровно отрезалась. Вот такой вот девайсик получился. Вполне себе работает. На первой версии она до сих пор используется уже года полтора. И на ней нарезали уже очень много термоусадок всяких разной длины. Ну, в основном что-то короткое, там 5, 8, 10 миллиметров. Устройство таковое закончено. Нужно только крышку, направляшку и все. И совсем будет красиво. Здесь много всяких плоскостей свободных, где можно добавлять какие-то надписи или воткнуть сюда сенсорный экран большой зачем-то. Здесь, в общем-то, можно это фантазию проявлять сколько угодно. Штырь, конечно, да, не презентабельно, но это как бы несущественно. На экране наклейка до сих пор. Ну и по размеру он получился больше, да, и пошире, подлиннее, но этим уже удобно пользоваться. Это остается как история, а это поедет человеку, которому она зачем-то нужна, эта штука. Ну, попросили, сделали.